Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Знаете, какая у нас шикарная погода. А тут у меня листики, которые я в Ходынском парке набрала. Ну, как всегда, утро у меня начинается с имбирной воды с лимоном. И вот решила попробовать патчи. Они достаточно быстро так тают. Я их просто в морозилке оставила, хотя их надо было всего-то на 30 минут. Но знаете, мне все равно на глазах очень неприятные ощущения от холода, поэтому я их держала руками и перекладывала под глаза. Ну, как бы немножко так взгляд получше, посвежее. Вчера я просто их убрала, но, честно говоря, забыла воспользоваться. Ну, скорее неудобная штука на самом деле. Так, и сейчас буду умываться. Здесь у меня, как вы знаете, от особой серии гель-мусс, но как бы это обычный гель хороший. Но я сюда вылила, теперь получается пенка. Вот такая красота, нежная. И маска омолаживающая от бабки Агафьи. Сейчас буду делать какао без сахара. Ну вот, сижу, наслаждаюсь. Свечка, какао. Какао вообще по вкусу супер, без сахара. Молоко здесь 1,8 пармалат. Так что вкусняшка. Поэтому, если вы любите какао, то вообще смело можно пить. Не добавляйте сахара, не добавляйте жирного молока, и какао не будет калорийным продуктом. Вполне можно пить хоть каждый день по небольшой чашечке. Просто сахар здесь вообще не нужен, потому что у какао и так насыщенный яркий вкус, аромат. И, повторюсь, если добавить нежирное, но хорошее молоко, будет замечательно. Кружка из Питера. Ну а теперь уже и завтрак. Каша, кофе, без кофе никуда. Ну и, конечно же, бутерброд. Сейчас я занимаюсь на велотренажере. Ну, конечно, у меня будут и прогулки, и нагрузки. Но сейчас решила немножечко сделать себе такую тренировку. Все-таки тоже хорошая вещь. Мне нравится периодически на нем позаниматься. Под просмотр видосиков. Вроде как и отдыхаешь, и с пользой. Я сверяла с браслетом, и вообще, он точно все считает. И с разными программами проверяла. Короче, все классно. Все достаточно точно. Ну а сейчас я буду убираться на полке с чаем. Как видите, здесь полный бардак, еще не вместилось, много чего покупается. Чай я люблю, как и кофе, но все равно для одного человека это слишком много. Сейчас надо все убрать, разложить, проверить, посмотреть, что надо выпить в первую очередь. Может быть, то, что повторяется, в одну коробку сложить. Ну, короче, как-то так. Такие у меня планы. Все везде протереть, потому что где-то бывает чай может и просыпаться. Тут уже точно много коробочек уйдет, потому что там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. На столе у меня есть такая чайная коробочка, для пакетированного чая, которая в индивидуальной упаковке. Так что тоже что-то отсюда уйдет. В общем, много всего надо разобрать. Но это происходит, потому что убираешься, но потом где-то что-то спешишь, некогда. Ну вот, я весь чай вытащила. Это не только вот то, что вы видите на столе. Сейчас я все переберу, разложу. Ну, давайте посмотрим, что у меня есть. Вот в такой коробке, в ней когда-то продавалось печенье, конфеты. И еще давалась вот такая большая копилка в виде собаки. Там Миттельшнауцер был. Но он у меня до сих пор стоит. Короче, я в ней храню всякий разный чай. Сейчас открою коробку, покажу. Конечно, это не самый лучший вариант, в том смысле, что да, экономит место, но мало
заглядываешь туда. Коробку, конечно же, я протру. Вот так вот у меня чай здесь лежит. И сейчас посмотрим, что вообще здесь есть. Так, во-первых, чай Надин, граф Орлов. Ну, это в основном, я считаю, добавка к чаю. Это листовой чай черный с добавками, ароматом клубники и черной смородины. Вот, ну, приятный такой аромат, и как бы вот по чуть-чуть добавлять, это вообще идеально. Не знаю, вот напасть какая-то все-таки с этой камерой. Следующий чай тоже на 1002 ночи. Чай композиционный листовой с добавками, с ароматом земляники и маракуйи. Тоже хорошо пахнет. Сейчас я вот так сюда поставлю, потом уберу обратно в коробку. Какая-то как дымка. Объектив чистый, все нормально. Следующее. Это я, наверное, в Ашане покупала. Композиционный черный чай канунг. В общем, сливки и земляника. Ну-ка, как здесь аромат? Да, пахнет очень нежненько. Я не знаю, что меня когда-то дернуло купить, потому что обычно, а может быть, нам подарили. Я раньше не любила такие ароматы, но сейчас у меня вкусы поменялись. Вот как раз таки, да, это нам дарили, а я в Ашане покупала на вес чай. И тут у меня... Глинтвейн, кстати, и забыла благополучно про него. Конечно, не идеальное хранение для чая, но вот с ним ничего не с ароматом вообще никак не случилось. Я вот уже давно убедилась, что ничего такого с чаем и не произойдет. Следующий чай — это Надин китайский лимонник. Зеленый, крупнолистовой, с добавками, с ароматом лимона и бергамота. Тоже надо бы вот как-то пить, наверное, его. Еще я брала кофе Жокей, баварский шоколад. Но пить я его не стала. По идее, в открытом виде вообще так кофе не хранят. Но я спокойно так его храню. Почему? Потому что я его использую для чайного пирога. Точнее, это как? У меня есть рецепт на канале. Можно чайный, можно шоколадный делать. Можно с какао, кому как нравится. Поэтому, поскольку такой кофе у меня не пошел, а вот в качестве основы для пирога это замечательно. Еще у меня есть... по ходу дела зеленый чай. Сейчас. И вот он реально плохо закрыт. Вот такой вот. Ну да, это по ходу действия зеленый чай. Дальше из чайной кантаты. Тут я тоже заворачивала, чтобы поплотнее лежало. Праздничный чай. Это смесь индийского черного чая Ассам с кусочками белого шоколада, изюма, жареного миндаля, лепестков василька и цветков апельсина. Яркий ароматный купаж с нотками шоколада и миндаля подарит праздничное настроение. Вот. Я его взяла тогда, кстати, много. Вот тут он был закрыт хорошо. И почему-то как-то раскрылся. Все, закрыла его. Тут у меня еще несколько таких приспособлений. Надо другие пакетики закрыть. А еще у меня лежит чай Мерлин с яблоком черный. Вот в таких пакетах. Я их тоже вытащу, положу сюда. Так, ну и... В общем-то, все. Тут еще ромашка.
Это надо все протереть, коробку, и вернуть все на свои места. Еще у меня из... Ну да, все, с чайной кантатой мы закончили. Сейчас я так на вот это отложу в сторону. Куда-нибудь. И дальше буду показывать, что у меня есть. Ой, все падает. Тут у меня 3 столешницы заполнено. Вот этот чай, набор, дарила мне Оксана. Привет тебе и огромное спасибо. Привет с юга написано. Тут 10 разных вариантов. Сейчас с обратной стороны покажу, как выглядит. Про каждый чай написано. Здесь чай 1001 ночь, букет Абхазии, витаминный, райский сбор, секрет спокойствия, брызги шампанского, молочный улун, чай черный байховый, наглый фрукт и цитрусовый микс. Все это вот в таких, ну, пакетиках на зиплоке. Мне чай понравился, я уже попробовала весь, он очень вкусный, ну и периодически пью. Значит, ну, вот эта коробка пустая. Так, минуточку. Не так давно я покупала вот этот чай. В пятерочке по акции, так он стоит дороже, но я брала, кажется, то ли по 59, то ли по 69. Вот теперь в порядке фокус. Это зеленый чай, календула и базилик. Ну, базилик я вообще люблю. Кстати, базилик идеально с кофе, как оказалось, сочетается. В общем, мне очень понравился. Здесь пирамидки. Аромат, конечно, прям бомба. Еще я в тот раз взяла вот в такой упаковочке чай. Это уже зеленый чай, роза и лаванда. И тут еще персик. Кстати, давайте почитаем, что здесь. Зеленый чай, лимон, календула, базилик. Вот, то есть это не только те 2 компонента. А тут зеленый чай, жасмин, роза, лаванда. Тоже очень вкусный, аромат невероятно приятный. Так, сюда в сторону поставлю. Так, это я в Фикс Прайс покупала спирулину. У меня собака очень любит. Отложу. Вот этот чай надо уже допить. Шоколадный апельсин. Не помню, где брала. То ли в Фикс Прайс, то ли в Ашане. Чай очень вкусный, хороший, с апельсином и шоколадом. Так что сегодня надо его заварить, и можно будет выбросить коробочку. Вот это, наверное, давно пора выбросить, потому что я такими штуками не балуюсь. Когда-то взяла на пробу, в общем, уйдет в пустышке. Вот этот чай, я, кстати говоря, да, он открытый, но я его держу для тех же целей, что и кофе. Я, когда делаю чайный пирог, я вот могу заварить. Тоже в сторону отложу. Ой. Ну, это базилур. Когда-то дарили, такая двойная упаковка. Ну, вот из этой части мы чай выпили, и я туда положила чайная коллекция, ароматизированный черный чай. А как он называется-то? Ну, это нам тоже дарили. Брызги шампанского, кстати. И до того аромат яркий, то есть с ним вообще ничего не случилось. Ладно, буду заваривать, наверное.
Хотя у нас в семье никто никогда не любил ароматизированные чаи. Это я сейчас так еще могу побаловаться, но вообще меня как-то родители приучили, что это не очень. Но нам все равно дарили, поэтому как-то так. А из этой вот упаковки остался вот такой чай. Я думаю, что его тоже надо в ближайшее время уже наконец-то выпить. Что это, я не знаю. Надо почитать, наверное, тут. Экзотический чай. Ну ладно, в общем, не буду я на это тратить время. Заварю как-нибудь. Ну, а коробочка, конечно, классная. Я уже здесь натрясла. Есть у меня травы вот такие. Для суставов. Для сердца и сосудов. Это вообще как бы не открытые. Я маме покупала. Ну, опять же, с ним ничего не случится. А здесь 30 пакетиков. Он вот полностью в слюде. Ну и пусть, собственно, стоит. А вот этот чай, он в пакетиках. Это редкий чай уже теперь. Это любимый чай Александра Романцова, моего любимого актера, Шерри Ти. Но он пил чай, который россыпью. Но просто сейчас его найти нереально. Я его вообще ищу много лет. Раньше его еще можно было взять в Питере, но это как раз те времена, когда Александр Иванович еще был жив. А потом он куда-то исчез. В Москве у нас его вообще днем с огнем не сыщешь. Но тут так получилось, что моя подружка, мы с ней с собаками гуляем, сказала, что будет делать заказ на каком-то сайте, где есть редкий чай. Вот, она будет себе брать, еще кому-то, и спросила, не нужно ли что-то мне. Ну, и я посмотрела, и в итоге оказалось, что правда, Шерри Ти там присутствует, только вот в одном варианте. Ну, и я решила взять на пробу. Настоящий цейлонский чай, расфасованный в месте произрастания. И что я хочу сказать, он обалденный. Он реально очень-очень классный. У него такой аромат, вкус потрясающий. У меня здесь 2 пакетика осталось. Ну, во-первых, я не буду выбрасывать коробку. Я всегда все, что связано с Александром Ивановичем, стараюсь как-то хранить. И пусть тоже такая коробочка редкого чая останется. Вот. Ну, 1 пакетик выпью, 1, скорее всего, тоже оставлю. Так, дальше что? Вот этот чай. Тесс Релакс. Не так давно покупала в пятерочке. У меня здесь уже мало пакетиков осталось. Это... Что здесь у нас? Лаванда, вербена. Так, вербена, мелиса, цветки бузины, яблоко, лаванда и шиповник. Неплохой, в принципе, чай. Я коробку выброшу и переложу. Вот там вот у меня из Фикс Прайса есть такой домик для чая. Ну, это толокнянка, конечно, такой отвар получается горький, но помогает при цистите, поэтому, конечно, всегда имеется. Зверобой. Ну вот вообще я скажу, что все, что покупалась в аптеке, ну вот от этой марки, она как бы особенно раньше считалась нормальной, хорошей, проверенной. Но знаете, сколько всего раньше вот как-то покупала нормально, потом стала брать, ну, я не знаю, как сено какое-то. В общем, я еще попробую заварить, посмотрю, что с этим делать. Так, трава хвоща полевого. Не помню, для чего брала. Тоже надо ознакомиться, но травы я никогда не выбрасываю. Достаточно много у меня душицы. Душица трава хорошая. Ну, я думаю, кто разбирается в травах, тот знает, какая она крутая. По-моему, самая крутая трава. Валерьянка. Ну, мне как бы когда-то моя бывшая подруга посоветовала
принимать ванну с валерьяной. Ну нет, я не смогла. Я ненавижу валерьянку. Это отвратительно. И, возможно, я все-таки расстанусь с этой коробочкой, потому что это слишком мерзко. А вот этот чай анчан периодически пью. Он очень классный. Такого красивого синего цвета. Я помню, в каком-то тайском магазинчике его покупала, специально ездила там, забирала заказ, потому что в Ашане не было. А сейчас, пожалуйста, он есть в продаже. Причем буквально как-то очень быстро там появился. Здесь я храню, но скоро выкину упаковку. Ну вот здесь чай масала, и тут вот про него рассказывается, и написано, как его готовить. Но я, в принципе, запомнила, поэтому можно выбросить. Чай очень классный. В этой коробке я храню сахар. Хотя я вообще ничего с сахаром не пью. Это вот тростниковый сахар, плюс еще всякие разные тут. Вот надо вот это убрать. Просто когда, например, я особенно раньше куда-то заходила, брала кофе, ну, как правило, предлагают такие пакетики. Я их даже не беру, хотя я понимаю, что они входят в стоимость, но если мне оно не надо особо. Вот. Ну, иногда беру, и плюс как-то я покупала. Пусть будет, с ним ничего не случится. Чабрец. Очередная душица. Дальше вот такой чай, я его брала в Ашане. Чай для теплых и уютных вечеров. Ну, вы вот видите, здесь гвоздика, корица. Такой глинтвейн типа. Это у меня упаковочка вообще не распечатанная. Я тогда планировала на подарок. Но сейчас уже... Сейчас его уже не подаришь, потому что как раз вот в этом именно месяце подходит срок годности. Поэтому на подарок он не пойдет, но зато я его буду пить. Тем более, повторюсь, он полностью запечатан. Там еще дается пакетик для заваривания. Вот. Ну, а вот эта упаковка, она у меня открыта. Я ее пью периодически. Вот он классный. Что тут сюда входит? Ну, в общем-то, я думаю, входит сюда то, что здесь и нарисовано. Тут вот так он выглядит. Такой вот пакетик. Choco Cat. Вкусные подарки. Тут вот на один раз. Пахнет приятно. Так вот он там выглядит. И один пакетик для заваривания дается, чтобы можно было пересыпать. Также у меня про запас куплен кофе. Черная карта, фикс прайс продается, шикарный кофе. И я могу сказать, что это единственный, ну или один из немногих вариантов в нашей, по-моему, стране, что можно купить приличного. Хотя у всех вкусы разные, но как бы вот как-то так. Фикс прайс брала пакетики, маленькие для заваривания в чашке и побольше. Здесь вот чайник нарисован, у меня точно такой же, только у меня там еще прозрачное сито. Но я все равно использую эти пакетики, так гораздо лучше. Потом мне подружка, тоже вот с которой мы гуляем с собакой, принесла вот такую упаковку. Чай Мэтр или Метре. Дело в том, что она пьет чай только с ароматизаторами, то есть и зеленый, и черный, но главное, чтобы там были ароматизаторы. Вот, и здесь такой чай есть, но также есть пакетики просто черного чая, и она его не пьет, и никто в семье у нее тоже такой чай не пьет, она принесла мне. Вот, ну здесь было больше пакетиков, я что-то уже выпила, вот такой Black Noir, это
цейлонский для завтрака. Потом, что тут еще есть? Как он называется? Да, Мэтр де Люкс. И кенийский. В общем, хороший чай. Конечно, коробку я, скорее всего, выброшу. А пакетики переложу в другое место. Ну, хотя посмотрим, сколько у меня сейчас еще таких здесь пакетиков будет. Может быть, вот эта коробка будет для хранения, а вот та из фикс прайса, ну, она как бы тоже не резиновая, поэтому, может быть, в общем, как-то сейчас организую, потом вам покажу. Тут у меня надо переложить, это шрот из расторопши, Диадар, 150 грамм. Скорее, это надо положить в специи будет, и таким образом освободится место. И, ну, очередная упаковка душицы, да, у меня ее много. Моя ученица, то ли Таня, то ли Ксюша, вот честно не помню, чай малиновый с мятой дарили, по-моему, Ксюша. Это из магазина «Красный куб». Тоже уже давно у меня этот чай, периодически пью, очень даже хороший. Есть у меня каркаде, вот он в банке у меня хранится. То ли фикс прайс, то ли в Ашан, но скорее всего фикс прайс брала. Вот этот чай тоже очень приятно пахнет, у него красивая упаковка, и я его пока не выпью, буду хранить именно так, чтобы хотя бы понимать, что это. На Wildberries я брала себе кедро кофе. Сначала я брала аж за 200 рублей маленькую упаковку в белых облаках. А потом... Так, это дата, что у нас? Изготовление, ну, слава богу. Вот. Мне понравился кофе, и я взяла за 200 с небольшим уже большую упаковку на Wildberries по распродаже. Это йоговский кофе с пряностями. Способствует ускорению обмена веществ, замедляет процесс старения. Ну, короче, вот можете почитать, кому интересно. Кофе классный. Да, много всяких витаминок. Кто любит такие штучки, советую попробовать. В супермаркете Билла я купила себе натуральный растворимый кэроп. Порошок плодов рожкового дерева, тоже супер полезная вещь. Изначально я как-то прикололась, попила, потом, не знаю, может быть, у меня была потребность в этом, а потом организм этим насытился, и больше я его как бы не захотела употреблять, но я думаю, что возобновлю. Штучка-то неплохая. Еще я покупала в белых облаках за вот 112 рублей вишни с миндалем, Ройбос написано. Цена за килограмм 4700, жесть. Я там у них еще один с гречихой чай брала, вот он у меня закончился, он, конечно, бомбический. Этот чай тоже неплох, но не так хорош, как тот. Но там они так пробили и наклеили этикетку, что я не знаю, как он реально называется, чтобы где-то в другом месте найти. Потому что в белых облаках наценка огромная, потому что они позиционируют себя как такой магазин, где есть отдел здорового питания. По факту все то же самое, что и везде. Но просто там все это сконцентрировано в одном месте. Так, ну, вот она, ламинария еще. Это тоже надо переложить в специи. Какао. Недавно брала Ашан с птичкой. Это лучше, чем золотой ярлык, намного лучше. Здесь 100 грамм. Стоит то ли 59, то ли 69 рублей, но качество прям реально очень крутое. Периодически буду пить. Ну, когда вдруг возьму, например, маленькую упаковку пармалата,
потому что я человек не молочный, но для какао вполне себе можно взять. Я как-то никогда не присматривалась к калорийности, но всегда от многих слышала, что вот я люблю какао, но оно такое калорийное. А я так почитала, ну ничего себе. Ну, я каждую калорию считаю, хотя я там к полноте не склонна, но я просто удерживаю свой супер низкий критический вес. 44 килограмма 900 грамм, меня сейчас это устраивает. Ну вот, и я посмотрела, да не калорийное какао. Просто если, конечно, класть сахар и так далее, а если сделать какао с каким-нибудь молоком 1,8, то и без сахара шикарный будет вкус. А есть у меня еще сухие сливки, мистер Сливкин. Ну, состав тут не очень, зато мне, как опять же человеку не молочному, вполне себе такое, ну там, может быть, выпечку еще куда-то. Да, в принципе, можно и какао попить, если уж что. И растворять проще, чем, например, сухое молоко. Вот у меня здесь. Я иногда тоже добавляю куда-то выпечку. Фикс прайс я брала вот такой чаговый сибирский чай с вытяжкой из кедрового ореха. Классный чай. Мне очень понравился. Я рада, что купила. Не так много я тут его выпила. Ну, просто мне как бы одной, знаете, с таким количеством-то не справиться. И я сейчас стараюсь уже чая не брать, потому что понимаю масштабы катастрофы. Ну вот чай, вот этот вот масала, он обалденный, как с молоком, так и без. То, что у меня идет постоянно, это ромашка. Раньше фикс прайс вот такой императорский чай был. Сейчас уже вот так продается, но и то, и другое классное. Я люблю чай Гринфилд. Ромашка там такая большая, крупная ромашка нарисована на упаковке. И там с яблоком и с корицей. Потрясающий чай, вот кому рекомендовала, в принципе, всем нравится. А с мелкой ромашкой, где мед, вот там отвратительно. Но, допустим, брать с собой на прогулку, еще куда-то. А в домашних условиях, и чтобы на качество не влияло, но было гораздо дешевле, можно купить за 27,50 вот такой чай. И буквально рублей за 12 в Ашане пакетик корицы с яблоком. Получается один в один вкус. Еще... это я еще покупала в аптеке почечный чай, но так его не начала пить. Что у меня еще-то здесь имеется? А у меня есть чай Тесс, карамель. Ну, неплохо. Иногда очень даже неплохо. Здесь пирамидки. Конечно, пирамидки с одной стороны лучше, чем пакетики, но с другой стороны хранить это все как-то. Черный чай с бергамотом, Ашан с птичкой. Вот сколько я пробовала вариантов, все-таки с бергамотом, ну вот если сравнивать Ашан с птичкой, потом Гринфилд и еще что-то, вот я как-то говорила. В общем, самый лучший это вот этот чай. Как в пакетиках, так и россыпью. Также у меня есть Тесс банан. Тут банан, клубника и черный чай. Тоже очень классно. С удовольствием иногда пью. Но это еще не все. Так, я чая натрясла. Ну здесь у меня в этой коробочке, кстати, тоже чай Бетфорд. Я раньше всегда привозила из Питера чай. Видите, в каких он упаковочках классных. Был хороший вкусный чай, потом ему на смену как раз-таки пришел базилур. Бетфорд стал какой-то редкостью. Я сейчас все прям перетрясаю, все свои запасы. Здесь вот у меня мята. Потом у меня здесь, походу, липа. Это моя ученица мне дарила. Спасибо, Таня, огромное. Еще какой-то черный чай, по-моему.
с мятой. Кстати, как вариант черный чай с мятой, вот можно пирог-то как-нибудь и испечь. И заодно использовать. О, тоже Санкт-Петербург, Петергоф, но это нам дарили, по-моему, упаковку. У меня много всякого аптечного чая. В общем, сейчас буду перебирать тут тоже вот или черный, или зеленый в таких коробках. Это когда-то мне Аня привозила, спасибо огромное, вот этот вот чай в порошке. 2 коробки привозила, и вот они друг на друга очень удобно ставятся. Еще одна коробка, здесь тоже оказался сахар. Надо все переложить в одну коробку. А вот в этой я храню чай в пакетиках, который мне не понравился. Зачем я его тогда храню? Дело в том, что периодически я просто вешаю пару пакетиков в холодильник, и он отлично поглощает все запахи. Потом я через, допустим, пару недель или через месяц убираю, вешаю новые пакетики, еще туда соду кладу. Вообще прекрасный вариант. И еще у меня есть вот такой чай. Здесь даже музыкальная типа шкатулка, только вот эта штука потерялась. Вот. Ну, тут я храню какие-то тоже аптечные такие варианты. Еще у меня там стоят штуки 4 ароматизаторов. Там кокос, мята, миндаль, вишня. В общем, как-то так. Вот что-то мне подсказывает, где-то у меня явно лежат еще пакеты. Ну, а коробка, в которой я чай храню на столе, вот такая. Ее тоже надо протереть, она уляпывается весьма быстро. Так, и заодно я со своим зубом уже все перестала пить антибиотики. Надо их отсюда убрать в аптечку. У меня здесь хранится вот такой чай. Это Fix Price я брала. Манго и клубника. Вот сюда я и буду перекладывать сейчас все. В эту коробку я оставила тот чай, что был здесь, плюс добавила еще некоторый. Что-то даже в пакет еще обернула. Ну, здесь на некоторые вещи надо обратить внимание будет при выпечке. Вот какой-то чай, вот это, там еще что-то. Но это прям не первая необходимость, поэтому здесь у меня лекарственные всякие травы. Кое-что я из 2 в 1 коробку переложила, что повторяется там для экономии пространства. А здесь вот чай, который дарила Оксана, я состав вырезала из коробочки и вкладываю в пакетики. Вот с этой стороны. Ну а саму коробку выброшу, это сложу в маленькую компактную коробочку. Ну вот, так получилось. Все равно, конечно, много всего, много наставлено, но отсюда ушли как металлические несколько коробок, так, не в помойку, конечно. Упаковки из-под чая в помойку выкинула что-то. Вот здесь стоит то, что нужно выпить в первую очередь, вот это. И еще вот здесь еще будет 1 пакетик. Здесь везде на 1-2 раза осталось, поэтому выпью и тоже выброшу. Своего рода Project Pen чайный получится. Вот. Ну и все так вот разложила. Более-менее удобно. Там вот лежит сахар в более маленькой упаковке. Пакетики сверху стоят. Ну, в принципе, меня устраивает. Тем более, когда я выпью вот там чай, то, соответственно, место опять же освободится. Здесь ромашка тоже из 2 коробок в 1 сложила. Там вот тоже, как я уже сказала. Ну да, в любом случае много, повод задуматься и особо-то не покупать. Ну вот эти пирамидки, да, так-то коробка больше места занимает. Ну ничего не поделаешь, так хоть какая-то, не сказать, что герметичность, но всяко.
Просто на них еще опознавательных знаков нет на самих ярлычках. И, соответственно, если смешать, то только принюхиваться, но это все смешается, и лучше хранить так. Там вот Оксанин чай я переложила в зеленую коробку. Здесь что-то не очищается, я даже не поняла, что это такое, надо почистить будет. Ну, сейчас у меня просто время впритык, нужно видео снимать, монтировать, еще одно снимать и ехать по делам. Так, ну и здесь чайные пакетики, это уже то, что индивидуальная упаковка, здесь разные метр и Тесс. Это на столе стоит, но у меня на столе только вот эта штука стоит и, в общем-то, подставка под телефон. Цветы. Благодарю вас за просмотр, пока-пока.